Я сижу в ресторанчике на 52-й улице в тусклом свете. Гибнут надежды умников бесчестного десятилетия. Волны злобы и страха плывут над светлой землей, над затемненной землей, поглощая частицы жизни. Тошнотворным запахом смерти оскорблен вечерний покой. Точный ученый может взвесить все наши грехи от лютеровских времен до наших времен, когда Европа сходит с ума. Наглядно покажет он, из какой личинки возник неврастеничный кумир. Мы знаем по школьным азам, кому причиняют зло, зло причиняет сам. Уже изгой Фукидид знал все наборы слов о демократии и все тиранов пути и прочий замшелый вздор, рассчитанный на мертвецов. Он сумел рассказать, как знания гонят прочь, как входит в привычку боль и как смысл теряет закон. И все предстоит опять в этот нейтральный воздух, где небоскребы всей своей высотой утверждают величие простых людей. Радио тщетно вливает убогие оправдания. Но можно ли долго жить мечтою о процветании, когда в окно сквозь стекло смотрит империализм и международное зло? Люди за стойкой стремятся по заведенному жить. Джаз должен вечно играть, а лампы вечно светить. На конференциях тщаться обставить мебелью доты, придать им сходство с жильем, чтоб мы, как бедные дети, боящиеся темноты, брели в проклятом лесу и не знали, куда бредем. Воинственная чепуха из уст высоких персон в нашей крови жива, как первородный грех. То, что безумный Нижинский о Дягилеве сказал, в общем, верно для всех. Каждое существо хочет не всех любить, скорее наоборот, чтобы все любили его. Владельцы сезонных билетов из консервативного мрака, пробуждаясь к моральной жизни, клянутся себе поутру: я буду верен жене, и все пойдет по-иному. Просыпаясь, вступают вояки в навязанную игру. Но кто поможет владыкам? Кто заговорит за немого? Кто скажет правду глухому? Мне дарован язык, чтобы избавить от пут, от романтической лжи мозг человека в толпе, от лжи бессильных властей, чьи здания небо скребут. Нет никаких государств, в одиночку не уцелеть. Горе сравняло всех, выбор у нас один — любить или умереть. В глупости и в ночи погряз беззащитный мир, мечутся азбукой Морзе, пляшут во тьме лучи. Вершители и справедливцы шлют друг другу послания. Я, как и все порождения Эроса и Земли, в отчаянии все отрицания. О, если бы я сумел вспыхнуть огнем утверждения. Гданьск. Вольный город Данциг. Первого сентября 1939 года на
Значит, Вторая мировая истекает из Первой, которая была закончена неправильно. Гитлер это провозглашал вовсю уже долгое время, а там подключился и Сталин, а сейчас продолжает Владимир Владимирович, что все идет от плохих решений Версаля. Ну, вы знаете, что даже Молотов называл Польшу версальским незаконно рожденным ребенком. А тем более какие-то там прибалты появились. Украина хотела. Украина тоже была республикой в 18-20 годах. Потом его подавили, Красная армия. Ну вот, там были вот такие плохие свершения после Первой мировой, и поэтому необходима была Вторая мировая, которая началась со сговора жертв, таких как Россия, тогда в форме Советского Союза, и как Германия в форме Третьего Рейха. Вот они и договорились между собой исправить историю. И из этого этот договор Гитлера со Сталиным, подписанный Молотовым и Риббентропом, хотя Сталин подписал карты по разделу Центральной Европы, и он там присутствовал, стоял за спиной переговорщиков. Кстати, у меня очень интересные исторические снимки. Вот это основной заговорщик. Ну, тут есть многие очень уникальные фотоснимки. Вот еще раз Сталин. Риббентроп подписывает. Какая бандитская у него физиономия? Именно. Вот посмотрите, какие гангстеры. Гангстеры. К которым приехал вроде бы европеец, немец. А он приехал гангстером настоящим, грабителем поездов и народов. И зачинщиком. Ну вот, гангстер счастливый. Он вернулся на свои коровы и подпрыгивал из радости, как свидетельствует Хрущев, который там был. Сталин подпрыгивал. Надул Гитлера! Надул Гитлера! Вот это, этот момент. Гитлер считал, что он надул Сталина и всех остальных, а Сталин уже подсчитывал, что он надул Гитлера, толкнет его на войну, а сам придет и разделается со всеми одним махом. Вот начало войны. А начало это здесь. Не в тот момент, когда немецкие войска перешли границу, как-то коварно напали. Коварство было везде. 23 августа 1939 Да, вот это начало войны, 23 августа. И мы в Литве 23 августа 1988 года организовали огромнейший митинг в парке Вингис, здесь недалеко. Было около 250 000 людей со всей Литвы, чтобы отметить и траурно отметить эту трагедию, в которой погибли целые народы. А трагедию совершали эти сговорщики именно 23 августа. А уже 17 сентября Советский Союз вторгается на территорию Польши, следуя секретному дополнительному протоколу к договору о ненападении между Германией и СССР о разделе территорий Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, подписанному 23 августа Молотовым и Риббентропом в Москве. Посмотрите, как нагло Советы объясняли это вторжение.
послу Польши в СССР 17 сентября 1939 года. Господин посол, польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность польского государства. В течение 10 дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава, как столица Польши, не существует больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными. Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Моя семья, я имею в виду родителей моего отца. Мама чисто русская, из Уральской Перми. Дед поляк, но из сильных, из Барнаула. Они во время большевистской революции были в России, потом в Советском Союзе. Только после завершения этих всех войны польско-большевистской они вернулись в Польшу. Они все это хорошо знают. Какой там порядок, какая структура этого государства, какие амбиции у этого государства, какая мораль у этого государства, я имею в виду Советский Союз, никаких сомнений не было. Ясно было, что они, если только смогут, они придут, и это принялось просто, чего с них взять? Бежать было некуда, на Запад уже, потому что там немцы. Но, конечно, остались. Они были в таком маленьком местечке вблизи Биałegostoka. И они эту оккупацию прошли, советскую, потом германскую. Но, знаете, есть такая семейная легенда о кошке, которая все показала. Кошка переживала, она знала просто. Потому что она жила, они строили дом. Они жили неплохо, строили дом, и она на этой стройке жила. 17 сентября она ушла с этой стройки, кошка, и убрала котят оттуда. И что случилось? Очень быстро пришла туда советская армия, и этот дом, это был из древесины дом. Все развалили, чтобы сварить на полевой кухне обед. И кошка это знала. Даже она. А вот что писали советские газеты. Украинский фронт, 27 сентября. Бой на мосту принимал ожесточенный характер. Офицерье, заняв выгодные позиции, вело губительный пулеметный огонь. Бандиты рассчитывали шквалом огня приковать к земле идущих в атаку бойцов, чтобы потом забросать их гранатами. Но поляки просчитались. Паны и офицеры не выдержали атаки, удрали, как трусливые зайцы. Только небольшая группа их во главе с ксензами продолжала вести огонь по кавалеристам. Бойцы атаковали и эту группу. – 23 сентября. Первыми в город вошли броневики, грохот которых сливался со звуками оркестра и криками «Ура!». Встреча была исключительно теплой. Бойцов и командиров обнимали и целовали, как родных братьев. Девушки дарили им цветы. К городу подходили кавалерийские части. Броневые машины направились дальше, на Львов. А это из германской прессы. Газета «Völkischer Beobachter». Мы безгранично приветствуем решение Москвы.
Решение советского правительства взять под защиту польских украинцев и белорусов вызвало подъем в советском народе и находит широкое одобрение по всей советской стране. Настроение в Москве абсолютно уверенное, люди занимаются обычными делами и не проявляют ни малейшего признака беспокойства. 18 сентября, Берлин. Надо принять во внимание, что была риторика, скажем так, ну, в газетах, эти газеты ничего не стоили, это была чистая пропаганда, но подспудно была подготовка. Были в восточных регионах Польши были подготовленные люди с оружием. Они в спину стреляли польской армии. Но были очень такие трагические события. Еще до того, как пришла Красная Армия, например, в Гродно. Там польская армия сражалась с коммунистическим подпольем. Это все было подготовлено. Они это готовили не день, не два, не год для такого, вроде бы, скажем так, какого-то восстания, чтобы оправдать, что у нас есть здесь право на эту землю. Это был очень коварный, долгоиграющий план захвата. То так не было так, что вдруг встретились Молотов и Риббентроп, подписали свой договор, и вдруг все закрутилось. Это все было гораздо раньше. И в Польше об этом, конечно, помнят, но помнят это довольно просто. Это нож в спину. Это нож в спину, хотя ясно было, кто за этой спиной стоит. Чего они от нас хотят. Они по-разному пробовали. Они пробовали убедить французов, Лондон, что надо впустить Красную Армию в Польшу. Но то тоже было бы без войны, тоже бы взяли всю Польшу. Они хотели взять на самом деле всю Польшу. Но так же само, как царица Екатерина, она просто чтобы разделы Польши, это был ей промах. Она не хотела никакой Пруссии или чем-то. Она хотела взять всю Польшу. И Сталин тоже думал, что может быть ему как-то ходом ловким получится взять всю Польшу. Статьи советских газет того времени, это же просто уму непостижимо, потому что риторика и стилистика того времени официальная, как они радовались, они говорят, ну что, Польшу взяли 1 сентября, всего там неделю, 10 дней продержалась, а теперь Советский Союз считает необходимым освободить наших украинских братьев и белорусских братьев. Вы же ничего не можете. У вас же столицы больше нет. Это официальные газеты. Ну, конечно. Так же кривлялись, как сейчас Киселев кривляется. Как это вообще возможно? А как можно напасть на Финляндию? Потому что Финляндия напала на Советский Союз. Так же, как и Грузия напала в 8 году. Да, и Литва в 1940 году напала на Советский Союз. Это тоже официальный повод для ультиматума и введения неограниченного количества Красной Армии. Потому что Литва напала и захватила одного красноармейца из базы советской. И поскольку Литва так себя ведет, то у Сталина и Молотова нет другого способа воздействия, как только привести в порядок
Здесь эта технология так отработана, и всем Это хорошо отработано, известная. Она же это- хорошо всем известная. Да. Они даже не прикрывают, зашито белыми нитками. Да. Почему в 2008 году не было возмущения, что опять все повторилось, когда он напал на Грузию в 2008 году и свалил это на Саакашвили? Ну, потому что Запад принял такую трактовку, потому что уразуметь и сказать, что Россия агрессор, и, соответственно, должен быть исключен из международных организаций и так далее, никто не посмел. Они были уже под влиянием таких прагматических подходов, что Россия тогда уже нужна для общей борьбы с терроризмом, даже закрывая глаза, что источник терроризма там. Вот, чтобы бороться с ответвлениями мирового терроризма, надо дружить с центром его. Но самообман или идиотство демократии. А в 2014 году, когда уже напали на Украину, нас поразила реакция наших коллег в Петербурге. Это выпускники Мухинского училища. Это художники, архитекторы, которые просто смеялись над украинцами. То есть там Небесная Сотня, которых все оплакивали. Мы, например, просто не могли успокоиться. А в Карловом университете портреты их повесили, потому что это герои, которые борются за свободу. Так с той стороны, я не говорю о ватниках, я не говорю о ботах или там пригожинских троллях. Выпускники Мухинского училища смеялись, говорят, ну что, хохлы, дайте им сало и горилку, они уйдут с этой площади. Ну, значит, они уже были изменены. Они уже не были, я бы сказал, с почетом к России вообще и к русскому народу. Они уже не были русскими, они были советскими рабами с промытыми мозгами. Вот на этом и планируется все, что надо изменить людей, превратить их в услужливых врагов диктатуры, и они будут повторять то, что им сказано. А тем более, ежели это еще подкреплено какой-нибудь глупой гордыней национальной. Вот мы забрали кусок, это наше достижение. А что вы потеряли при этом, это не считается, это не важно. Мы потеряли уважение, потеряли дружбу, выгоду, и вместо сестры Украины сейчас имеем врага на 100 век, на 100 лет, а может быть и превратим снова в крепостную. Вот если эта крепостная дева не послушалась помещика и пошла к другому молодцу, ее избивают, но она же предательница. Как можно уходить к другому помещику при крепостном праве и при крепостных мозгах? Ну хорошо, в 90-е годы кто хотел, тот слышал. И открывались какие-то документы, конечно, не все. Но тем не менее, правда о Катыни, августовская облава в Польше, ну, конечно, они еще не показали документы, но тем не менее это все уже раскрывалось, все было понятно, что Сталин, какой он был вообще кровожадный и всех до конца хотел уже уничтожить. Это же все было известно. Это же не какая-то там советская пропаганда. Ну, знаете, было известно для тех, которые хотели знать. А было очень много тех, которые правду не хотели принципиально, если она им неприятна. А ложь приятна. Вот и мы стоим за ложью. Что вы чувствовали там вот на съезде депутатов, когда вот против вас такая стена каких-то, не знаю, зомби, нелюдей, я не знаю. Что вы чувствовали? Вы человек вообще-то художественной среды, вообще-то музыкант. Ну, я видел эту массу с металлом на груди, сплошной металл. Но не все. Была и Дем Россия,
Были и люди сочувствующие и понимающие, ну и из других представителей из республик, конечно, латыши, эстонцы, мы были с ними заодно. Но и молдаване работали с нами в комиссии по пакту Сталин-Гитлер. Они тоже стали жертвами этого пакта. Хотя в документе от съезда депутатов говорилось только о 3 странах и 3 народах, которые стали жертвой преступного сговора, неправомочного с момента подписания. Это был последним и действительно благородным действием несчастного Советского Союза, бессмертным, как бы завещание для будущего. Сейчас хотят отменить, чтобы ни одного благородного шага со стороны Совета и Советского Союза не было. Вот этот благородный шаг сейчас хотят отменить. Это уже раньше хотели, сейчас снова идут предложения. И тогда следующим шагом объявят, что вообще, как там прибалты, они незаконно рожденные, они должны принадлежать к России. Их оторвали коварные америкосы или какие-то там. При Сталине это говорилось о буржуазии, о мировом капитализме. Но это только подмена понятий. Сейчас враг это не мировой капитализм, а вот американский там какой-то сговор. А вот Россия стоит за права диктаторов. Почему вот со своим этим покаянием внутренним, когда они ходят в церковь, их там действительно исповедуют, их православные, я не знаю, как они это делают, они потом выходят с ощущением, что они все без греха уже, в совокупности это такая агрессивная страна, которая угрожает всему миру теперь. И почему эти люди не покаялись все-таки за своего Сталина, за свои эти злодеяния? Почему они это не сделали? Был в России, и многие друзья называют это, конечно, уже было где-то в конце перестройки, называется, что в России была неделя совести. Обратите внимание, неделя совести. Понимаете, и я это тоже понимаю, что случилось, потому что это была только неделя и уже не больше. Когда есть тоже такое, что скелет в шкафу, да, и они, скажем так, в понедельник открыли этот шкаф, в течение недели смотрели, что там, и в воскресенье сказали, нет, это невыносимо. Это нельзя просто прожить, жить за этим. И этот шкаф закрыли, потому что там слишком много всего. Страшных вещей, с которыми согласиться нельзя. Так лучше это закрыть и забыть, потому что там слишком страшно. Знаете, немцы прошли свое, но они закрыть шкаф не могли, потому что их шкаф в руинах Берлина, в руинах Ольштина, в этом солдате, который насиловал здесь молодую немку, он был с ними долго, оккупационные войска и все такое. Недели не хватило, и закрыть нельзя было. А в России можно было просто взять и закрыть. Слишком страшно. И для этого тоже и церковь, она очень осторожна за этим. Я думал, что когда придет Кирилл, что у него так было, он по-другому смотрел, когда еще не был патриархом. Так как сейчас Алтуфьев, он тоже по-другому смотрит, станет патриархом, если он станет патриархом, тоже будет за этим очень осторожно. Очень осторожно. И, знаете, так просто надо иметь просто... Надо было бы для того, чтобы с этим как-то освоиться и это как-то пережить, должна быть какая-то очень сильная воля властей. Должно быть политическое стремление. Да, нам надо рассчитаться. Но зачем нам рассчитываться? Лучше сказать, Крым наш.
Лучше сказать, этого не было. Сегодня я читаю утром в советских газетах. Не читайте советских газет, но я читаю. В российских газетах читаю новость, сенсация. Уже официально, это не первый раз, но на самом деле официально первый раз, опубликовали секретные протоколы к пакту Риббентроп-Молотов. Кто-то пишет, а они все-таки есть? Этот дурак не знал, что они есть. Но уже официальная версия, ну, например, Чебурьян и другие такие дежурные умницы уже говорят, что это поясняет, в каких сложных обстоятельствах действовал Сталин, что он должен был, что это был вынужденный ход и все такое. Лучше не открывать этого шкафа, потому что там действительно для нас всех страшно, знаете. Ну и смотрите, и лучше выходить на бессмертный полк миллионами людей. Хотя в этом году было меньше людей на бессмертном полке, и хотя гнали уже из-под палки на это. Лучше выходить на этот бессмертный полк, чем смотреть на бессмертный барак. Знаете эту инициативу? Да, но это прекрасно. Но там 70 тысяч, по-моему, подписчиков в интернете, а здесь миллионы людей, знаете. Российская душа, да, это мания величия и заодно комплекс неполноценности. И этот конфликт очень важен и очень сложный. Разговариваю в поезде с русскими, и они вдруг, мне это не надо. Но начинают извиняться за Катынь. Совершенно поменяли свою точку зрения, потому что как-то попало, да? Если бы это серьезно сделать, как пытается мемориал делать, думаю, что мы были бы уже гораздо дальше. А так, это нет, это под ковер все заметаем и идем. Может быть, завтра Минск наш, а послезавтра Одесса наша. Так легче, так лучше. Августовская облава. Уже после освобождения Красной Армии территории Польши в июле 1945 года по приказу Сталина внутренние войска НКВД и СМЕРШ провели облаву на земле Августовской, Сенинской, Сокульской и Сувальской, в результате которой было уничтожено более 2000 поляков, не считая жертв в Беларуси и Литве, где параллельно проводилась эта операция. Во имя каких высоких идеалов советская страна расстреляла 21 857 поляков в 1940 году в Катыни и, уже победив в войне, продолжала совершать зверства? Россияне, вы это имеете в виду, когда говорите «можем повторить»? Если об этом говорить в этом месте, где мы находимся, то я бы не хотел говорить за себя, потому что, да, конечно, Катынь
Да, конечно, августовская облава. Да, но я родился здесь. И вокруг меня, недалеко отсюда, над этим озером, знаете. И здесь было, это называется Варня. Это исторический регион, который долгое время принадлежал не Германии, не Пруссии, только долгое время до первых до первого раздела Польши он принадлежал Польше. И здесь было много тоже и польской, и поляков. Но в 1944 году я иду туда, в 1945, но большинство это были все-таки немцы. Здесь жили немцы, они здесь работали, жили и все такое. И то, что случилось после прихода советской Красной Армии сюда, такого в истории не было, такого ужаса. Я бы не хотел говорить своими словами. Но есть прекрасная поэма Александра Солженицына. Он был капитаном, артиллеристом в Красной Армии. И как капитан-артиллерист, кстати, неплохой солдат, он всю эту дорогу прошел. Он был в этом Олштине. Он был везде. В конце концов, его здесь, на этой земле, арестовали. НКВД его арестовало. И он написал такую очень впечатляющую поэму «Прусские ночи». Там что здесь случилось? Я помню наизусть девочку в бабу в труп. Они изнасиловали поголовно всех женщин. Они здесь поджигали просто так. Этот город наш Олштин, они взяли без боя. Конечно, скажем так, здесь это был германский город. Они мстили, но несмотря на то, что здесь было очень много тоже и польскоязычного населения. Но они этот город взяли без боя. А потом просто так для прикола сожгли половину этого города. Это еще повезло, потому что многие ничего не осталось. Деревни, просто все, что только можно было. Убивали, насиловали, поджигали, знаете. И это есть такая правда этой земли. Немцы как-то, они понимают, они не хотят про это говорить. Они не хотят какого-то искать ответственность, зачем так случилось. Дуже большая ответственность на Сталине. Сталин сказал, когда его войска пришли сюда, ну что в этом плохого, что солдат, как он это сказал, развлечется с женщиной. Я не развлекались по полной программе. Я с этими людьми здесь жил. Я с мальчиками из этих семей играл, ходил в школу и все такое. И вокруг атмосфера этого ужаса, она была, это было густо. Здесь я могу вам показать страшные места, потому что мне это все рассказывали. Я жил, но я не хочу найти. Но все-таки надо подойти к этому справедливо тоже. Потому что эти люди, у этих советских солдат, простых советских солдат, у них была картина того, что немцы делали в Советском Союзе. Они не видели, по-моему, нет, они видели уже тоже и концлагеря, потому что Штутхов был недалеко, они могли видеть тоже и концлагеря. Они видели то, что случилось, знаете. Они прошли фронт, много фронтовиков, которые долго были на фронте. И если говорить, и они на самом деле сражались против нашего общего врага, и про это забывать нельзя. Но огромная ответственность ложится на советской верхушке. Надо было просто это прекратить, не разрешать этого делать, а это было просто делайте, что хотите, гуляйте, парни, на полную катушку. И здесь действительно это огромное страшное военное преступление. Понятно, немцы, понятно, Гитлер и такие вещи, но
Это касалось всех женщин, девушек маленьких, детей и так дальше, стариков. Просто если говорить о страшной картинке этих событий 44-45 года, это здесь, это на этой земле. Так и любой головорез может это говорить. Что я не головорез, вы меня не понимаете. У меня право отрезывать голову. У меня врожденное, может быть, природное право. У меня право, потому что меня когда-то обидели. Я в обиде. Я расправлюсь со всеми негодниками. Тем неверными. Вот моя вера такая, что кругом враги. Бабуся, кругом враги. Вот. И да, действительно, кругом враги. А что с этим делать? Надо всех победить. Всех поизбить. Если кто-нибудь еще останется, то он будет подозрителен. Он может в будущем возродиться, восстать и навредить снова. Его надо добить до конца. Верные своей идее, они всех других считают проклятыми и достойными уничтожения или порабощения, когда уже не будут ни думать, ни говорить, только повторять то, что надо, так как при товарище Сталине. Тогда был порядок. А вот потом пришли хуже Сталина, и они развалили, такую страну развалили, подумай. А эта страна не считала костей. И сотен миллионов жизней, которые были положены под эту империю. Потому что главная проблема, если так можно сказать, но главное несчастье – это в уродливом мозгу, который ценит только силу, ненавидит любой другой подход и несогласие. Вот сила, принуждение, диктат над всеми, тогда это порядок, который уже наведен. А если этого нет, то значит бунтовщики, враги, дураки, с которыми не только что можно, но просто следует расправиться, чтобы их привести в порядок, к здравому смыслу. А здравый смысл – это уже так, слушаюсь, хозяин, все. Понял вас. Это дом Чеслава Милоша. Мы приехали сюда, на границу Польши и Литвы, чтобы встретиться с литовским поэтом Томасом Венсловой, большим другом Иосифа Бродского и Чеслава Милоша. Уже через 17 дней после начала войны в этих местах стояли части Красной Армии. Российская пропаганда сейчас очень любит выражение «можем повторить». Но весь вопрос в том, что мы можем повторить. Мы можем повторить огромное количество жертв, причем количество русских жертв гораздо больше, чем количество немецких или польских, или каких бы то ни было других. Это гроба, это солдатские могилы, это матери, которые хоронили этих солдат, а чаще всего даже и не знали, что с ними случилось, где они закопаны. Это чудовищное разрушение, в том числе и российских городов, даже хуже, чем все остальное. Это та отсталость, в которую погрузилась Россия после войны. Потому что Германия, которая проиграла войну, встала таки на ноги и, так сказать, никому не угрожая. Собственно, это даже было как-то специально за этим следили западные союзники, чтобы Германия никому не угрожала.
поднялась таки на ноги и процветает. Дай Бог России так процветать. Вот об этом надо говорить, это надо объяснять, что если вы хотите это повторить, то ничего хорошего не будет, будет еще хуже, хотя бы потому, что более современное оружие. Вы его на кого-то направите, но и на вас направят. Вот Владимир Владимирович Путин, сторонником которого я не являюсь, он как-то, по-моему, неловко пошутил. Вот они будут в аду, а мы будем в раю. Это совершенно бредовая, так сказать, шутка. Непозволительная. Абсолютно непозволительная. То есть ясно, что, так сказать, ну, если это будет дальше развиваться, то вероятность того, что мир, вообще цивилизация как таковая рухнет, это достаточно велика. И весь этот огромная махина работала, и работала очень успешно. Все это телевидение, знаете, все это дурацкие байки о укрофашистах, знаете, о том, что мир, Америка, Польша как пособник все пытается отнять у России, это все крутилось и очень хорошо продавалось, потому что тоже и для этого, что на Кремле знали, что настроения пошли не в ту сторону, в которую они хотели, и знали, что страна стоит перед кризисом. Кризис начался на самом деле в 2013 году, и они нашли выход. Не только в России находят выход, в национализме. Сейчас это довольно много этого есть, не только в России. Но Россия податлива на это, потому что Россия обижена, так как Веймарская республика была обижена из-за этого, что мы не проиграли войну, а мы и проиграли. То же самое в России. Мы не проиграли, но мы проиграли, и все хотят от нас что-то убрать. Я не скажу вам фамилии, но был у меня дома известный режиссер, автор отличного фильма, антивоенного советского еще фильма. Но просто он не страшно огорчил, потому что он поддержал Крым наш своей подписью. Но вещь действительно страшная. Но он не огорчил. Но больше всего мне огорчили два факта. Один такой, что у меня рядом с моим домом был магазин «Магнолия» называется. И там на кассе, для меня это просто невозможно. Как это вообще можно? Целую неделю, сутки напролет. Это было такой вахтовым методом. Сидела женщина где-то из-под Туз, какой-то бедной деревни. Муж алкаш, дети, все такое. Но жизнь у них, скажем прямо, хреновая. Мы много разговаривали с этой женщиной, она была очень приятная, очень бедная и такая убитая, можно сказать. И вдруг я прихожу утром в эту «Магнолию», а там везде георгиевские ленточки и все такое. И она так смотрит на меня и говорит: а Крым наш. А Крым наш. Я ей говорю: ну, женщина, ну извините, пожалуйста, что вам из этого? Сидите здесь. Ни сна, ни нормальной еды, ни нормальной гигиены. И что вы такая? Но Крым наш. Жить стало лучше. Никак не стало лучше, стало хуже. А потом 9 мая, 2014 года, знаете. 2014 года я живу недалеко от Белорусского вокзала. Кстати. И 9 мая эта толпа молодых людей, москвичей, идет обратно от Красной площади, с Тверской улицы, где они смотрели как армия проходила. Танки шли на парад на Красную площадь. Огромно, там десятки тысяч молодых людей. И кто-то начинает орать: на Донбасс, на Донбасс. И весь этот девушки, мальчики, знаете, старики, какие-то старухи: на Донбасс, на Донбасс. Отравили людей. Но слушайте, это не преувеличение. От такой отравы есть два лекарства.
или так как в Германии, этот их военная огромная эмоция на Польшу, она кончилась здесь в 1944 году, когда пришла Красная Армия и показала по полной программе, что значит война этим людям. И для этого в Германии подход к этому совершенно другой, чем у других народов. А другая, это когда к людей приходит осознание того, что что-то не так идет под этой властью. Я думаю, что сейчас это осознание приходит в Россию. Будет из этого что-то хорошее, я не знаю. Боюсь, что из этого может получиться даже еще хуже. Потому что для власти может быть так. Ладно, мы теряем популярность. Это видно. Посмотрите, сегодня в России главная тема такой открытой дискуссии везде, в СМИ и везде, это падение рейтингов власти. Они это понимают, и об этом очень много говорится. Росстат, официальная статистика говорит, 6-й год падения доходов. Это уже очень сильно они упали. Бедных людей, нищих на самом деле, становится больше и больше. Экономика практически уже не в застое, она в рецессии, чтобы не было. И начинаются эти мусорные бунты. Вы смотрите, как их много и везде. И есть у людей смелость, чтобы выходить и защищать свои интересы. Антицерковные бунты – это очень опасно для власти, потому что церковь и власть – это одно. Правда? Знаете, что будет? Это будет нарастать? Или придумают что-то, какое-то свое противоядие? Например, аннексия Беларуси. Очень хороший ход. Снова будет Минск наш. И снова будут ленточки у этих бедных людей. Их снова будут отравлять этим же самым. Да? А может быть, Новороссия снова вернется, и снова будем брать Одессу. Может быть, Нарву? Знаете, ближе все-таки Украина. Ближе Украина. Прибалтика это было не так уж наше, это была какая-то всегда за граница. Понимаете? Но может быть все-таки, что-то могут такого страшного придумать. Я не думаю, что тотальную войну пойдут войной на страны НАТО. Все-таки риск слишком великий. Я, конечно, боюсь того, что говорится в России, а есть у меня знакомые тоже и со звездочками, знаете, если они говорят, мы большая страна, и даже ядерную войну, что-то у нас останется, а у них ничего не останется. Есть такие люди. Но я их, конечно, боюсь, такой дурацкой логики. Все-таки это есть, да? Есть. Но Путин, который говорит так, на миру и смерть красна, значит, что он допускает, что... Он кривляется, или это его действительно позиция, или у него какие-то метафизические сдвиги? Слушайте, на самом деле, я с ним, могу сказать, лично знаком. Я с ним разговаривал, я с ним встречался. Это что видел его сблизко, скажем так. Что? Знаете, для меня он совсем пустой человек. Значит, пустой. В том смысле, что у него нет такой системы ценностей, которой он будет придерживаться. У него его картина мира, я все читаю, я смотрю все его выступления, знаете. Его картина мира, она выходит из советского анекдота. Он мастер советского анекдота на самом деле. И чтобы его понимать, надо знать все советские анекдоты. Или уметь найти, к чему он клюет. Из советских фильмов. На самом деле сложилась его философия, его мораль. Мне когда-то сказал, не хочу ручиться, но мне кажется, что
что Глеб Павловский мне это сказал, что, потому что разговор, а может быть Дугин такой самый важный у нас идеолог нашей страны, а может быть Иван Ильин, а может быть что-то еще, тот, который хорошо в этом всем работал, говорит, ну, кто-то найдет какую-то фразочку интересную и подсунет начальнику. И начинается вокруг этого, потому что подходит. Неважно, может быть сегодня Дугин, завтра может быть Солженицын, кто-то так, знаете, на злобу дня. И это меняется. Знаете, он человек такой, к тому, он действительно КГБшник. Он по менталитете КГБшник, знаете, который действительно, так как говорит Явлинский, у него или провокация, или вербовка. Он других подходов не знает и не умеет понять. Мы были у него с Адамом Михником, это был, по-моему, 2-й год, делали огромное интервью для газеты. Но такой важный тогда злободневный вопрос для нас всех, для поляков, что собирается приехать в Россию папа Иоанн Павел II, что это его мечта, нам бы очень хотелось, чтобы он сюда приехал, может быть, можно как-то способствовать этому. Я вижу, что человек просто уже практически в слезах. Знаете, он тронутый. Да, великий славянин, великий человек, но я все сделаю, чтобы он приехал сюда, бла-бла-бла. Наговорил нам, знаете, полную бочку арестантов на самом деле. Ну, хорошо. Кстати, на следующий день к нему приехал, когда вышло интервью, приехал к нему Алексей, тогда еще был патриархом. Там какие-то были неприятные разговоры, что вы здесь, товарищ начальник, думаете про это. Ну, ладненько. И через несколько дней, может быть, недель приехала какая-то группа таких левацких католических деятелей из Италии. И тоже интервью. И тоже вопрос про польского папу. Не, консерватор, он не понимает, Путин, он не понимает современного мира. Совершенно другое, потому что, когда мы его спросили, да, он видит поляков. Надо нас завербовать, показать, что я такой хороший для вас, и скажет, что надо. Знаете, приехали и смотрят, леваки такие, знаете, из этого, из Италии, ясно, то он понимает с кем, но то, нет, папа, это не для нас. Знаете, это такой человек. Сначала вам будет предложено одобрить агрессию полную на Украине и уничтожение Украины. И если Чехия не хочет того же самого, пусть она одобрит и признает, что у Путина были поводы. Действительно, Украина неправильно себя вела. Нам же все время нас укоряли, что мы ведем себя вызывающе. И вот если против нас применят силу, то мы будем виноваты. Не насильник, не убийца будет виноват, а тот, кого убили. Почему он неправильно себя вел? А правильно – это вести себя по-рабски. Это единственное правильное поведение перед глазами Чингисхана.
Для России, так же как и для Советского Союза, война началась не в 1939 году, а 22 июня 1941 года. Самая страшная ошибка демократического мира, что он пошел на сговор с преступником, со Сталиным, когда создавали Организацию Объединенных Свободных Наций со свободной страной Сталина. Вот к чему приводят переговоры и договоры с преступниками.